прошлом видео забыл упомянуть один важный нюанс, когда мы устанавливаем опоры на подкладке. В моем случае это такие обрезки керамогранита. Важно не ставить ровно по центру, а в самом начале, так как впоследствии бассейн при наполнении водой будет приобретать так называемое пузо, будет так округляться больше и выдавливать вот эту стойку наружу. То есть она еще с этого положения сместится сюда, наружу. Поэтому плитку, нашу подкладку, не нужно прям близко к бассейну двигать, а вот где-то примерно с таким отступом. Ну вот если так присматриваться, да, ну где-то вот по обрезу стенки бассейна уложена, и затем она немножко сдвинется. Подготовил я традиционно, у меня каждый год стоит тут этот поддон, и на нем все оборудование: насос, хлоргенератор. Ну и сейчас опять я его установлю. Даже отверстие попадает, совпадает. Так, ну, примерим бак. Вот так это будет стоять. В принципе, можно даже поплотнее сюда. В принципе, пойдет. Вот так, да? Тут у нас отпечаталось вот. Здесь утопим мы малость его. Чтоб винт не резать. О, отлично стало теперь. Так. Так, идет. Можно зафиксировать. Ну вот, все. Зафиксировали. Пускай стоит. Потом промою песок, засыплю. Так, сейчас проложу удлинитель. В общем, как-то так она у меня будет висеть. К ней будет все подключаться. Тут такая у меня на фасаде влагозащищенная розетка. Специально для этих нужд. Предварительно тут вот так оденем пока что, а уже потом вместе со всем остальным зафиксируем. Так, ну вот сейчас установим краны, поскольку вода уже приближается к отверстию. Тут пока пускай будет решетка, потом я ее заменю уже на скиммер. Вот эта резинка устанавливается изнутри, а здесь просто вот этой гайкой, шайбой прижимается. Вот таким образом. Резиночка на месте, на месте. Для удобства позиционируем ее горизонтально и затягиваем тут от руки всего лишь эту гайку. Вот так достаточно. Все, так у нас закрыто, так открыто. Ну и заодно сразу их выпускную, хотя тут до уровня еще высоко. Так, не то откручу. Тут надо сначала выкрутить аэратор. Какой-то хруст где-то
попал песочек. Во время хранения что-то могло попасть. Ну, вот так. Тоже та резинка у нас изнутри. Аэратор смотрит вверх. Затягиваем. Вот так. Отлично. Так, здесь тоже кран закрываем в этом направлении. Вот сколько налета там кольцевого. Это все от воды со скважины. Вот, более-менее вот так вертикально смотрит. И затянем. Пойдет. Так, ну сейчас установлю осадочный фильтр. Для этого надо снять с него крышку. Так, а где ж гайка? Ага, это тут она у меня. Это я так придумал и сам уже забыл, что придумал. Так, вот неохотно заходит он на сухую. Надо, наверное, смочить. Вот получше пошло. Вот. Вроде бы встал. И сюда гайкой изнутри зафиксируем. Так. Прокладка на месте. Так, это все равно придется спускать воздух, но пока затянем. Тут сейчас сниму обойму, накину шестиходовой пока временно, потом все равно снимать песок, засыпать. Ну, как-то вот так пока накинем. Артист. Да, так и не скучно. Ну, вот так зажимать пока не буду, пускай будет так. Накручу еще шланг сюда. Здесь-то он уже будет, тут уже плотно затянул, а на клапане шестиходовом так просто накину, наживлю, потому что все равно, когда будем засыпать песок, придется его снимать. Здесь вот можно хорошо притянуть, а здесь потом еще буду отсоединять, поэтому просто вот пару оборотов пускай стоит. Так, ну можно этот кинуть шланг, все равно его надо будет от бассейна к насосу.
Надеваем здесь резинка. Так, надо тоже смачивать. Так, проверим, чтобы закрыт был. Ну и сюда вот насадочный фильтр тоже прикрутим. Так, что-то дождь начинается. Там откручу. Пока. Чтобы вилка на земле просто не валялась. Сейчас воткну ее сюда. Есть. Так, ну вот вода закрыла уже нижнюю форсунку. И это значит, что можно запускать насос, фильтровать воду, добавлять соль. Ну и в принципе готовить, подключать хлорогенератор, готовить воду. Потому что сейчас она вот даже с водопровода уже такая зеленовато-коричневатая, нечистая. Ну, естественно, всякий мусор плавает, который отфильтруется скиммером и фильтром. И водичка будет совсем другого вида. Нам надо в фильтр песчаный засыпать песок. Я его вот храню в ведре. В одном, втором. Сейчас второй вынесу еще. Вот таким вот образом. Он уже промытый с осени. Но сейчас еще мы его промоем, потому что он пылит. Еще сверху промоем, он просох. Будет хорошо промываться. Сейчас покажу, как это сделать. Ну вот сейчас промоем песок. Значит, песок сухой. Сох несколько недель, потом был размещен по ведрам и так простоял всю зиму. Как видите, он не идеально чистый. Тут есть вкрапление, мусор кое-какой. Сейчас его просто вот небольшими порциями будем промывать. Высыпаем в таз. Ну, достаточно где-то. И заливаю водой. Поскольку песок сухой, и мусор в нем тоже сухой, то он будет легко всплывать. Вот. По сути, весь мусор на поверхности. Сейчас мы еще песок вот так размешаем. Ну вот. Мусор всплыл. Его можно легко с водой вместе удалить из корыта. Еще раз повторим эту операцию. Идеально его, конечно, не вымоешь, поэтому пару раз вот так сделали и достаточно. Вот. Ну, уже такой песок помещаем в фильтр. Для этого снимаем клапан. И чтобы песок не попал вовнутрь вот этого патрубка, одеваем такую вот крышечку. И засыпаем песок сюда. Теперь таким вот образом засыпаем сюда. Теперь новая порция песка. Высыпаем. Заливаем воды. Мусора не очень много. Я осенью хорошо, в принципе, промыл. Но все же есть. Этот мусор за неделю бассейн и так приобретет в своем фильтре. Можно было бы и не промывать, но просто уже решил показать, как это делается. В принципе, осенью делается все то же самое, только что
Это приходится делать чаще, промывку чаще, поскольку и мусор, и песок все влажное. Так, сейчас схожу еще за водой. Ну вот вода с мусором ушла. В корыте остался практически чистый песок. Насколько это возможно, конечно. После 3 сезонов использования. Многие эксперты со мной спорят. Якобы инженеры придумали обратную промывку. И она убирает весь мусор с фильтра. Но, как видите, не весь. Далеко не весь. Напомню, что у меня стеклянный песок. Стеклянного песка по весу нужно меньше, он легче. Но по объему столько же. Ну и плюс он более, наверное, универсальный, как говорят. Я не имел опыта работы с кварцевым песком, только со стеклянным. Но вот стеклянный у меня, как засыпал я его в 1 сезон, так уже на 4 сезон и засыпаю снова. Собственно, и все. Так, ну надо немножко его осадить такими покачиваниями. Многие боятся стеклянный песок, якобы им можно порезаться и прочее. Ну вот я пальцами его беру, и никогда ничего не режется. Он имеет неострые края и совершенно безопасен. Так, ладно. На трубе имеется отметка максимум, до какого уровня надо засыпать песок. Это чтобы при первом заполнении не пересыпать. У меня-то песок уже выверенное количество, поэтому я ничего досыпать не буду. Тут потерялось, может, грамм 100 от силы. Так, тут, чтобы не было никакого песка, надо проверить руками. Вот так, теперь 6-ходовой установим. Так, так, оденем хомут крепежный. Но пока его сильно затягивать не будем, чтобы выверить положение шлангов. А уже потом затянем под конец. Так. Так, чтобы он свободно более-менее ходил. А потом подтянем. Так. Вот на месте. Ну вот этот шланг у нас смотрит непонятно куда. Если сюда, как бы, или сюда, его повернуть все же. Так, наверное. Вот. Так, так. Здесь надо хомут совмещать по этим рискам. По двум наплывам таким. И потом затягивать. Так. Ну вот так вот этот шланг будет у нас стоять. И тут пойдет сюда. В обход это или лучше сюда. Но тут хлоргенератор. Может так пока лучше. У меня, по-моему, так и стояло в том году. Ладно. Пока временно сделаем. А там, если что, можно будет всегда открутить и переделать, если вдруг что-то не понравится. Ну, чтобы попадать в резьбу, надо сначала сделать несколько оборотов в противоположном направлении, а потом уже закручивать, когда встанет в резьбу гайка. Так, тут можно хорошенько затянуть. Тут прикручу шланг на подачу в бассейн. Так, сразу накрутим сюда. А уже там будем регулировать по... Перекрутился он, залежался. Так, надо смочить.
все, тут гайку дотянуть. Так, есть. И этот конец уже сюда к насосу. И сюда. Проверяем наличие прокладки резиновый, уплотнительный. И опять же вот так вращаю. Потом уже поставим хлоргенератор, когда добавим соль. Сейчас же пока вот так у нас собран бассейн. Надо не забыть затянуть хомут хорошо. Так. Включим в сеть. Так, откроем кран. Так, выпустим воздух. Ну вот, вода пошла, воздух ушел. То, что тут немножко еще осталось, это не беда. Главное, что у нас уже все заполнено водой. Так, ну можно открывать и тут. Есть. Сейчас сделаем обратную промывку. Для этого пока переведем в положение закрыто. Теперь откроем тут. Прикрутим шланг. Так, теперь переведем в положение бэквош, обратная промывка. И включаем насос. Вода идет достаточно чистая. Поэтому, в принципе, можно на этом заканчивать. Сделать усадку песка. Все, положение закрыто пока. Шланг убираем. Сюда накручиваем пробку. Ну а тем временем соль подъехала. Вовремя курьер привез. Вот такая соль с содержанием натрий хлор 99,7%. Собственно, хлоргенератор будет из нее вырабатывать вот этот самый хлор для обеззараживания воды в бассейне. В принципе, никуда не денется. Мешок из-под картошки где-то потерял, поэтому взял такой же. Просто паяльником наделал в нем дырок. В принципе, он тоже отлично справляется. Сейчас вот буду в него пересыпать, подвешивать и, значит, растворять соль. Значит, берем, накидываем этот пакет сверху. Где-то вот так. Вот тут вот отверстие у меня для того, чтобы цеплять уже крюком. Закидываем сюда на форсунку. Цепляем крюком. Ну вот, пускай растворяется теперь. Вода бьет в мешок. Ну и так быстрее она растворится, соль. Ну вот, водичка поднабралась. Уже, я думаю, скиммер должен доставать. Сейчас повешу. Для этого
откручу вот эту решеточку. Вообще надо было, конечно, начать с включения насоса. Теперь открутим вот эту штатную решетку. На ее место прикрутим переходник под шланг скиммера. Теперь возьмем скиммер. Сначала оденем его шланг, входную форсунку. Так, а теперь уже его все можно закреплять. Поплавок плавает, даже можно чуть приподнять. Ну, сейчас его прижмет немного насосом, потоком. Все отлично, пускай стоит. Угу. Запускаем опять насос. И теперь уже скиммер будет собирать грязь с поверхности. А ее тут прилично скопилось. Ну вот как видим, несмотря на то, что вода набрана с водопровода, все равно она зеленая. Зеленовато-коричневатый такой оттенок. А когда соду растворим, включим хлор-генератор, хлор через несколько часов осветлит воду и сделает ее прозрачной. Абсолютно идеально кристальной. Никакой зелени не будет. Так, ну все, соль я растворил. Уже в принципе 7 часов вечера. Можно устанавливать хлор-генератор и чистить воду в бассейне. Так, сейчас вот его отключу. Вот сюда включу. Так, так. Выключим. Перекроем краны, чтобы вода не поступала не оттуда. Тут выше пока не будет поступать. Но все равно прикроем. Так. Здесь в режим закрыто переведем. Так, надо приподнять. Открутим этот шланг. И прикрутим его вот сюда, к хлор-генератору. Здесь так. Вот. Подсоединили хлор-генератор. Все, можно опять открывать. В режим фильтрации. Фильтрация, краны открыты, все запускаем. Работает. Все, теперь можно запускать хлор-генератор. Уже 7 часов вечера, пускай работает, обеззараживает водичку. Делает наш бассейн красивым. Надо же его в сеть включить. Вот он, в принципе, включился на 7 часов. Только тут можно уже не 7, а поставить даже и 12. Сейчас 7, значит 7 утра он закончит. Я думаю, этого пока будет достаточно.
даже. Ну вот, заработал. Пошел такой белый пар. Это и есть хлор. Пластины вырабатывают. Вот хорошо видно на черном фоне, как начал вырабатываться хлор. Все, бассейн работает. Остается только ждать. Ну, я думаю, утром уже даже купаться можно будет. Ну, а пока хлор-генератор подготавливает воду в нашем бассейне, можно и в футбольчик сыграть. Ну и последний штрих. Нужно направить форсунку влево, чтобы она вот так закручивала воду. И вся вода проходила через скиммер. Сейчас вот через какое-то время вся вода начнет в бассейне циркулировать вот так по часовой стрелке. Благодаря тому, что форсунка повернута в левую сторону. Потоком воды всю воду направит вращаться по часовой стрелке, она будет неизбежно проходить через скиммер, и таким образом весь поверхностный мусор будет фильтроваться. Ну вот, вода практически набралась, осталось тут около 3 кубов. И сейчас уже можно добавить альгитин. Я такой добавляю Альба-Супер К от Чумаформ. Значит, при первичном добавлении нужно 150 мл альгицида на 10 кубов. У меня 50 кубов, значит нужно 750 мл. Ну и поскольку 50 мл я добавлял в виде концентрата на обработку швов, добавлю всего 700 первично. Рекомендую применять что-то похожее на основе четвертичных аммониевых соединений, так называемых ЧАС, без содержания меди. Такие препараты более безопасны. Ну, сейчас добавлю. Отмеряю медным стаканчиком 2 раза по 250, а 1 раз 200. Распределю по периметру бассейна. И будем считать, что на этом обработка первичная завершена. Ну, вот распределяю по бассейну. Так, по чуть проливаю. Многие думают, что вода становится голубой именно благодаря альгитину, но это совсем не так. Осветляет и делает воду кристальной именно хлор. Альгитин препятствует лишь возможному зарождению водорослей в бассейне и их распространению, с чем хлор справляется куда хуже. Ну, то есть они должны работать в паре. Раньше я практически не добавлял альгитин, и к концу сезона могли появляться водоросли именно в швах бассейна. На стенках ничего, безупречно все было, а именно в швах я почему-то даже воспринимал это как какой-то механический мусор в виде, в виде там семян березы и прочего. Но это именно водоросли были, как выяснилось потом при детальном изучении мной. Поэтому альгитин все-таки буду добавлять в этом сезоне, посмотрю. Вот этот именно на основе сейчас не настолько вредный. Скорее даже безвредный, если не превышать дозу. Вполне себе нормально можно им обрабатывать бассейн и содержать его в порядке, в чистоте. Еще раз кружок побегусь, добавлю. По всем канонам обработки химии бассейна, конечно, рекомендуется первоначально выдержать pH именно в бассейне, выровнять до 7,2-7,4, но я даже не меряю уже который сезон, не выравниваю, не запариваюсь. Все отлично работает и так. Бассейн в безупречном состоянии. В принципе, если, я думаю, вы будете применять мою схему, то и у вас все будет в порядке. Ну и вот на 3-й раз 200. И этого будет достаточно на первый раз. Еще разок пробежимся.
Закончил я вот калицидом. Промою стаканчик. И все. Сейчас немножко снова подниму, потому что уже уровень воды значительно вырос. Ну и вот утром имеем такую воду в бассейне. Она еще немножко далека от идеала. Немного присутствует небольшая мутность и чуть-чуть зеленоватый оттенок. Чуть-чуть. Но уже скоро будет она безупречной. Я в этом году применял немножко другую методику, и при заполнении воды в бассейн не подготавливал ее никак. Предыдущие сезоны я же по мере заполнения бассейна добавлял альгицид, скажем, на треть бассейн заполнился, добавил на 10-15 кубов альгитина. Затем добавлял быстрый хлор в таблетках, в поплавке он плавал у меня. После того, как он растворялся, добавлял медленный хлор. Таким образом, вода уже на этапе заполнения была подготовлена. Сейчас же я так не поступал, то есть трое суток вода у меня просто наполнялась, и только вчера с вечера я растворил соль и включил хлоргенератор. И на утро следующего дня вот имеем такую воду. Если бы я делал так, как в прошлые года, то уже сейчас утром она бы была безупречная. То есть кристально чистая, кристально прозрачная. Пока же еще есть над чем работать. Но хлоргенератор с этим справится.